Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу вам все про ближайшее полнолуние, которое случится с нами 22 июня 2024 года. Да, дорогие, полнолуние в Козероге. Встречаем этот сложный эмоциональный день, который будет нас заставлять работать, который заставит нас напрячься, и при этом нам будет очень сложно расслабиться. Несмотря на то, что это суббота, полнолуние у нас начнется 22 июня в 5 утра по Москве. Не говорю, на каких осях находится, то есть по московскому времени это ось 6:11. И если я включу какой-нибудь другой регион, то ось съедет, поэтому здесь история. И я вам скажу, ребята, про то, что все-таки у нас будет конфронтация Козерога и Рака. Это всегда вопросы карьеры и личной семейной жизни. Это всегда наша работа, реализация, социальный статус, куда мы идем, зачем мы стремимся. И это всегда наше семейное состояние, положение, наше душевное состояние, в том числе наш домашний уют, все то, где нам тепло, хорошо, то есть это наша семейственность. И здесь как раз-таки в это полнолуние встанет вопрос о том, что же мы достигли в работе, в карьере, в социальном статусе и чего же мы не достигли, что нам не дало это получить. Какая у нас семья, какая у нас обстановка дома, душевная, она радостная. Если вообще у нас семья, какие у нас отношения с любимыми, потому что семья может быть как новая, как только начинающая, так и с детьми. Это может быть семья, которая разъезжается в том числе, да, то есть, и эта история как раз-таки про нахождение вот этих точек соприкосновения. Это история про то, что накануне, естественно, у нас летнее солнцестояние 20-21 июня. Это всегда день семьи, это всегда солнце переходит в знак рака, и мы все по-другому ощущаем, что было бы классно провести время с семьей. Особенно те, у кого луны в натальных картах, они такие добрые, приятные, душевные, расслабленные, не напряженные. Естественно, ребят, у кого в натальной карте луны напряженные, нам всем хочется работать, стремиться чего-то там делать и уж явно не отдыхать, да. И здесь как раз-таки в это полнолуние, ребята, у нас станет вопрос, чего мы достигли в карьере и что нам не дает это достичь, да. Например, многие винят семью, да. Кто-то говорит, что я наоборот в семье много чего достиг, я не могу реализоваться в работе, в карьере. Кто-то не может реализоваться в карьере, да, потому что обвиняет семью, что ему кто-то что-то не дал, обиды на родителей, переживания, обиды там на мужа, жену, что слишком много обязанностей, нет помощи. Это такая, знаете, история, она вечная. История, конечно же, ведет к тому, чтобы мы договаривались, решали вопросы эти. И, естественно, полнолуние в Козероге — это всегда история про то, что нам хочется все-таки достигать. Плюс это еще суббота. Суббота — это вообще день, когда, несмотря на то, что он выходной, хочется что-то делать, чем-то заниматься, выплеснуть много сил, энергии, потому что, суббота — это день абсолютно сатурнианский. Здесь история, конечно же, да, все козероги, земные знаки кайфуют в этот день, и поэтому что-то делают, либо дома в быту не могут остановиться, либо продолжают работать. И эта история, я вам скажу, знаете, такая вечная. Семья или работа, работа или семья. И универсального ответа нет. Я скажу так, как астролог, да, здесь история должна быть в балансе. Потому что если у нас этого баланса нет, мы всегда будем находить какие-то изъяны, мы всегда будем ворчать, мы всегда будем переживать, что вот я опять дома задержалась, особенно женщины, что я дома задержалась, опять много чего делаю, мне не хватает времени на работу, на реализацию, а мне бы хотелось вот это и это. И здесь история такая, знаете, прозаичная, но больше всего на первый план будут, конечно же, выходить все вопросики, связанные с нашим внутренним состоянием, потому что, да, полнолуние — это всегда Солнце в оппозиции с Луной, но при этом у нас здесь еще в таких точных квадратурах находится Нептун, который после полнолуния не пройдет и 2 недель, развернется в ретроградное движение. И Нептун в это полнолуние находится еще и в оппозиции с Лилит, которая в точной оппозиции
И Лилит буквально в течение недели поменяет знак с Девы на Весы. И здесь история такая, знаете, мы будем в это полнолуние и в ближайшую неделю, 10 дней, вот так вот методично, меркантильно и тщательно докапываться до себя, до близких, для семьи, до работы, о том, что мы сделали, не сделали, как мы это сделали, хорошо мы это сделали, почему мы вот именно сейчас в своей жизни, именно на этом месте кому-то станет страшно, кому-то станет хорошо. Большинству, конечно, станет страшно, начнутся переживания по поводу того, что столько мне лет, а у меня там, у кого-то нет ни семьи, у кого-то до сих пор нет реализации, кто-то даже не встал на путь и не понимает, кем он хочет стать. И это такой достаточно сложный вопрос по жизни, потому что в принципе, да, у нас всегда работают наши истории, связанные с семьей и с карьерой. То есть у нас у всех есть семья, неважно, где мы родились, в каком обществе мы живем, у нас у всех есть семья, то есть наши корни, и у нас всегда есть мечты и желания, кем мы хотим стать, какую профессию мы хотим иметь, как мы хотим в этом мире жить, зарабатывать. То есть мы себя все хоть раз, но кто-то представлял в жизни, кем мы станем. И здесь, я бы так сказала, главное честно себе ответить на этот вопрос, кем хочется стать, какие мечты, какие желания. Я здесь не про оголделые мечты, да, вот это вот карта желаний и прочая история. Нет, здесь на самом-то деле необходимо очень четко понимать, кем вы хотите стать, вспоминайте, кем вы думали вы станете в подростковом возрасте, ваши мечты, ваши желания, амбиции. Потому что скажу так, что у нас в это полнолуние и совершенно добродушный Юпитер, который на кармические узлы делает аспекты, у нас добродушный Уран и, собственно, Плутон. Ни одного напряженного аспекта от этих планет нет, поэтому здесь, ребята, конечно же, удача, если мы решимся на джекпот, который я говорю, имейте семью и карьеру, это вообще очень классно. Да, это сложно, это вот те качели постоянные, которые будут всю жизнь. То есть здесь необходимо быть в балансе и реализовываться, и иметь семью, потому что кого, да, задевает полнолуние всегда? Вот полнолуние в раке всегда задевает раков, потому что сейчас это добро Солнце, Венера и Меркурий находятся в раке. Здесь история всегда про семейственность, про семейные отношения, ценности, про любовь, взаимопонимание, то, как мы умеем общаться и договариваться. Естественно, в оппозиции здесь Луна в Козероге, и это всегда наш дух воинственный, заработать, построить карьеру, чего-то достичь, как-то в этом мире проявиться ярко, активно и интересно, как сейчас это модно говорить, да, и эта история всегда не про побыть дома таким добрым романтиком, эта история всегда иметь такой внутри стальной характер и что-то сделать. Поэтому да, у нас, конечно, Нептун еще будет иллюзии, немножко так пыль в глаза пускать, поэтому скажу вам так, максимальный честный спутник в это полнолуние для того, чтобы не затуманить себе розовыми очками этот день и 2 недели после, здесь, конечно же, трезво посмотреть на свою жизнь, честно, максимально честно, потому что Нептун, планета дает нам, конечно, мечты, иллюзии, желания, вот на максимально, что даже нам когда-то казалось, что это вообще нереально. То есть Нептун всегда приукрашает, особенно в напряженном аспекте, особенно когда у нас слишком много страхов, а в это полнолуние страхи-то выйдут на поверхность, потому что Нептун в оппозиции с Лилит. Здесь, конечно же, ребята, просто честно отвечайте себе на вопрос, почему повылазили эти страхи, откуда они повылазили, почему мы, глядя на вот это вот все, не идем куда мы хотим. Возможно, вас кто-то не понимает, не поддерживает, вы сами не понимаете, зачем вам это нужно, вы сами в себя не верите, потому что Нептун в том числе отвечает за нашу веру в себя в том числе. И здесь, конечно, чем максимально честнее вы ответите себе на вот эти сложные вопросы, тем, конечно же, пойдет в гору, вот эти 2 недели будут продуктивными. Итак, после полнолуния у нас еще
Лилит меняет знак с Девы на Весы, поэтому здесь, конечно, немножко шторманет любовные отношения, да, потому что мы будем вот такими критикующими личностями, которые будут докапываться до всего. То есть будем давить на чувство вины, искать это чувство вины, заставлять себя чувствовать виноватым, заставлять других чувствовать виноватым. Здесь, конечно же, всегда говорю, честность отвечает на все вопросы. Да? Плюсом у нас 30 июня разворачивается в ретроградное движение Сатурн, и 3 июля у нас разворачивается в ретроградное движение Нептун. Ребят, в конце ролика прикреплю плейлист на как раз таки моменты, которые рассказывала это в больших видео. Лето надежд на каждый знак зодиака, они уже вышли, смотрите, если вы еще до сих пор их не видели. Там, конечно, подробно для каждого знака зодиака, как повлияет. И если же в целом, конечно же, полнолуние и 2 недели после очень сильно повлияют на, записываем, на Дев, естественно, на Рыб однозначно. Этот будет момент, я бы так сказала, сложноватый для Весов в том числе. Само полнолуние будет очень сильно задевать Раков и Козерогов. Раков будет задевать душевно, эмоционально, Козерогов будет задевать по самолюбию. Что вы еще не сделали, что вы вообще не спланировали, почему вы не взяли тот самый масштаб, почему вы не на том уровне своей жизни, к который вы хотите прийти. Еще раз говорю, Козерог — это хоть планета социальной активности, хоть планета социального статуса, но энергию для этого всего, для достижений Козерог черпает, конечно же, в самом закрытом секторе своей души. Это семейные любовные отношения. Вот когда вот есть семья, когда есть вот этот маленький социум, в котором Козерогу хорошо, потом он достигает очень много в карьере. И это такая история, которую я скажу, что для Козерогов сложная, но, ребят, непостижимая. Нет задач невыполнимых. Для раков здесь история будет честная, потому что история для раков, она вообще такая, раки такой вот сложной душевной организации, знак зодиака, который очень душевный, очень понимающий, очень принимающий, да, то есть все достижения и провалы не только партнера, но и себя. Но при этом раку сложно выйти в большое общество, в социум, да, то есть в своем семейном мирке хорошо, и страшно куда-то вот так вот выйти, мощно, активно, амбициозно, как Козерог. Поэтому здесь, конечно же, да, дорогие раки, в это полнолуние и 2 недельки после у вас возникнет такой как раз-таки вопрос, почему вы не стремитесь туда, куда все-таки вы иногда думаете, вы хотите, вы заслуживаете, а вы заслуживаете. Быть не только на вторых ролях, но и быть и играть еще тоже свою первую скрипку, я бы так сказала, в своей жизни, и быть реализованным там, где вам нравится, где вам душевно хорошо. Рыбы. У рыб будет эмоциональное событие, естественно. Для рыб разворот вообще, в принципе, и Нептуна, и Сатурна будет сложноватым моментом этого июня, конца, начала июля, да, то есть здесь история, что рыбы и 3 и 2 декады будет прям сложновато, абсолютно не вот рыбья энергия, я бы это так сказала, да, особенно для 2 декады, где Сатурн будет разворачиваться, здесь история такая сложная, да, сухая, не про рыб. Конечно, разворот Нептуна добавит очень много эмоций, поэтому отслеживайте свое эмоциональное состояние, не впадайте в депрессию, не впадайте в иллюзии. Еще раз скажу, что нас с вами ждут не просто такое эмоциональное полнолуние сложное, но еще и 2 недели после, где нам нужно сделать очень много важных, интересных дел до нового лунного цикла. И было бы классно, если бы они прошли продуктивно и не встали, вот не замерли на развороте этих планет. Девы. Девам будет сложно с точки зрения страха, фобий, переживаний, потому что все-таки Нептун разворачивается, и Девы 3 декады, Лилит выходит из знака Девы, все-таки последние проверки, последние вопросики, и вообще неделя сейчас последняя с полнолуния, она идет такая, я бы сказала,
очень стрессовая, очень напряженная, поэтому здесь, конечно же, девы, старайтесь отдыхать, старайтесь давать себе силы, не перенапрягайтесь, вы еще успеете. Что касается дев второй декады, то Сатурн вам, конечно же, помогает продуктивно, плодотворно, четко встряхнуться в плане того, что реалистично посмотреть на мир, на свои финансы, на работу, на карьеру, без каких-то иллюзий. То есть ваша земная энергия вам здесь четко понятна. Конечно же, если вы девы, которые живете по своему солнечному знаку, если вы живете по Луне и у вас Луна в каком-нибудь льве, то вы вообще скажете, что вообще происходит. Это вообще не про меня вы все говорите. Да? Здесь, ребята, кто как выбрал жить свою жизнь. Что касается стрельцов, что касается водолеев, что касается овнов в том числе, да, ну, у Овнов здесь история вообще связана с кармическими узлами и задачами. Здесь вопрос, в принципе, простой. Если вы тянете свою историю, то она у вас еще эту неделю и в полнолуние хорошо работает. Нормально, без напряжения, без особых всплесков энергии. Главное, умейте договариваться. Что касается водолеев, стрельцов, ребята, дерзайте. Скорпионы – то же самое. Прекрасное время для скорпионов, хоть и напряженное немного, но скорпионы, вы прекрасно понимаете, что для вас время, которое напряженное, это для вас момент для работы, для действий. Поэтому здесь внедряйте нечто новое. Уран делает потрясающий трин к вашему управителю Плутону. Внедряйте, делайте, дерзайте, не останавливайтесь на месте. А чем больше внедрите в эти 2 недели, тем лучше пройдет ваш июль. Отсылочка к видео «Лето надежд», гороскоп на июль будут в ближайшую неделю. Что касается других знаков зодиака, дорогие, если я про вас не говорю, это не говорит о том, что я вас не люблю, как-то вас избегаю и тому подобное. Ну, например, львы. У львов будет хорошо. Здесь без особых каких-то напряженных моментов. У тельцов в том числе тоже. Если у вас нет личных персональных транзитов, то я не могу сказать, дорогие тельцы, что у вас как-то все будет очень сложно, что у вас все как-то будет очень напряженно. Пока нет. Пока ваше время напряжения не пришло, здесь в это полнолуние и 2 недели, которые после него, здесь, конечно же, умеете договариваться, умеете включать свое тельцовское солнце, умеете продуктивно идти к своей цели, будет хорошо. Еще раз говорю, если у вас нет каких-то персональных транзитов в ваших картах сейчас, в данный момент, хотите же узнать, если у вас сейчас вы слушаете этот гороскоп и думаете, у меня вообще все в жизни не так радужно и прекрасно, и это вообще не то, оставляйте в комментариях дата, время и место вашего рождения, и я отвечу, посмотрю ваши карты, что у вас сейчас там не то и почему не срабатывает, например, гороскоп. Вы же, я надеюсь, все понимаете, что это общий гороскоп для всех знаков зодиака. Про какие-то рассказала, про какие-то не могу сейчас ничего сказать именно эту дату, эту недельку, потому что нет ничего такого особенного, напряженного для того, чтобы очень сильно переживать и хвататься за дела. В целом же скажу, что если вам хочется запускать какие-то творческие проекты, прекрасное время. Если вам хочется запускать новые проекты, в том числе, хорошо. Все, что связано с обучением, образованием, сдачей экзаменов, прекрасное время. Как и в полнолуние, так и 2 недели после полнолуния. Здесь, конечно же, да, особенно то, что вы не могли раньше сдать. Кто-то не мог сдать на права. Отучитесь и сдайте. Назначьте себе экзамен на эти 2 недели, на уходящий лунный цикл, сдадите, сделайте. Кто-то не мог что-то давно продать, продайте. Хорошо будет на уходящем лунном цикле. И здесь история, мои дорогие, про то, что я бы так сказала, вот это полнолуние и 2 недели после него не самые сложные периоды этого лета, поэтому я вам, конечно, скажу, отдохните, если у вас и есть такая возможность, назначьте себе отдых хотя бы несколько дней, если вы уже уехали куда-то отдыхать, отдыхайте, ребята, потому что июль и конец августа обещают у нас быть гораздо напряженнее, поэтому здесь у нас как обычно. Если страшно, разбираемся в своих страхах, почему нам страшно, почему не идем в карьеру, в работу, в семью, почему не живем свою жизнь, потому что
Основной вопрос у нас всегда в полнолуние – это кто я и почему я до сих пор именно в этом отрезке, почему я не в другом месте, не на другой должности, не в том положении, которое бы мне хотелось быть, да. И эта история такая, она всегда глубоко. У нас 12 раз в году есть эти вопросики от полнолуния, которые заставляют нас задуматься о важном, остановиться от суеты и задуматься. И здесь максимально честно себе ответьте на вопросы. Чем честнее вы ответите, тем продуктивнее станет ваша жизнь. Ребята, это было полнолуние в Козероге. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Я же желаю вам прекрасного, ненапряженное полнолуние и 2 недели после него. Хотя будет сложно эмоциональным личностям сохранить контроль, но мы все постараемся. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. И я желаю вам прекрасного окончания июня и увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока.